Добрый день, меня зовут Александр Великис, я ассистент-профессор университета Алмаю и философ. И сегодня мы поговорим на такую тему городские легенды, как просвещение поглотило классический миф и отравилось. Что приходит в голову, когда мы говорим о городских легендах? Это популярные, интересные истории, которые практически все из нас слышали в своем детстве, в подростковом возрасте или даже слышат сейчас, находясь уже во взрослой жизни. Это история о том, как дети отравились, выпивая из бочки с квасом, которая стояла на улице, потому что там оказался покойник или что-то подобное. Это истории о том, как с черным человеком в черном-причерном городе что-то случилось. Это байки и небылицы о секретных тоннелях метрополитена, странных правительственных разработках и много о чем другом, что встречается в городском фольклоре, начиная с таких очевидно выдуманных фантастических историях, заканчивая чем-то, что имеет под собой и зачастую является в той или иной степени правдивым. Почему, когда мы начинаем разговор о городских легендах и в целом упоминаем этот, казалось бы, такой нишевый жанр городского фольклора, мы должны вспоминать эпоху Просвещения и отмечать ее причинность по отношению к зарождению городских легенд? Все очень просто. А, то эпоха Просвещения — это период торжества, в плохом смысле слова, разума и всего разумного над всем, природным, примитивным, сельским, тем, что не входит в перспективу такого европейского просвещенного рационализма. Самым простым, смешным, но, кажется, на текущий взгляд нелепым, но тем не менее показательным примером является ситуация после Французской революции с собором Нотр-Дам-де-Пари, где были за место, собственно, христианских идолов построены фигуры разума, наук, и, в общем, этим вещам планировалось поклоняться так же, как поклоняются, собственно, разнообразным фигурам внутри религии. Это такой сильно абсурдистский из текущего дня, но тем не менее вполне себе реальный случай того, чем в том числе являлась эпоха Просвещения. И, конечно же, одной из точек своего приложения, точек своей борьбы эпоха Просвещения и просветители, европейские просветители, выбрали классический миф и классические легенды. Всем из вас известен, конечно же, Проб, Фрезер, другие исследователи классического мифа. В конце концов, вы, наверное, знаете те или иные сказки, которые мы называем народными. Предметы фольклора, предметы авторских сказок, но тем не менее то, что было до этих самых городских легенд. И мы можем заметить, что у этих двух феноменов есть принципиальное отличие от друг друга. На самом деле достаточно много. Городские легенды не укладываются в ту сюжетную рамку, которую исследователи, фольклористы, теоретики литературы предлагают нам для того, чтобы изучать классические мифы и классические сказки. Городские легенды не укладываются в эти 6 сюжетов. Более того, городские легенды не отвечают тому ключевому запросу, потому что, в отличие от сельского мифа и сельской сказки, городские легенды не предполагают вас ничему научить. Если в сказке всегда есть образовательный компонент, то городские легенды — это просто истории, которые рассказываются, чтобы рассказывать истории. Мы можем отметить несколько структурно похожих городских легенд, в которой злодеем, преступником или опасной ситуации окажутся самые разные люди. Это классический пример, который применяется во многих хоррор-фильмах, которые очень многое наследуют, потому что зачастую, в общем-то, и базируются на какой-то городской легенде, когда, например, преступником и злодеем оказывается милый маленький ребенок, а не подозрительного вида бородатый взрослый и неопрятный человек. Или когда убийца оказывается на заднем сидении машины, а не тот человек, который на заправке всячески вел себя как маньяк, но на самом деле пытался предупредить. Городские легенды не имеют в себе образовательного компонента. Это исключительно фантазм, который производит городская культура в ее бурном изменении, произошедшем, ну, собственно, в конце XIX – начале XX века. Это именно тот период, когда просвещение, то, как его видели европейские просветители, стало массовым.
когда просвещение превратилось в поп-продукт, так же, как и рационализм, когда оно спустилось на уровень городских масс. И, понятное дело, вместе с большими переменами в их повседневной жизни, такими как массовая урбанизация, как переезд большого количества людей в крупные города, это произвело множественные фантазмы, средства для компенсации, среди которых были в том числе и городские легенды. В том образе городской легенды и в том образе литературы, которая появилась, собственно, в конце XIX – начале XX века, в той же мере, в которой повинно просвещение, повинен и романтизм. А романтизм, как европейская литературная и в первую очередь литературное, а во вторую очередь, в общем, направление в искусстве, породившееся в а, XIX столетии, интересно нам тем, что в отличие от своей предыдущей эпохи, от эпохи барокко, романтизм достаточно по-особому обходится с понятием символом, понятием знака и видоизменяет его структуру по сравнению с, опять же, предыдущими эпохами. Что я имею в виду, когда говорю об этом? В эпоху барокко было сложно заметить единый символ или единое означаемое для любой фигуры. Все производство смыслов, производство символов происходило не только предельно контекстуальным образом, то есть исходя из того, что происходит вокруг, но и формировалось очень ситуативно. Именно поэтому для эпохи барокко столь важна сама по себе драма как жанр, которая, в отличие от трагедии, представляет собой именно ситуацию плетения судьбы здесь и сейчас, а не каких-то предварительных заготовок и предварительных сценариев, по которым герои только вынуждены проживать, сопротивляясь или соглашаясь на них. И в этом, собственно, именно поэтому драма является таким ключевым жанром для эпохи барокко. Что здесь важно? Здесь важно то, что барокко настолько особенное и отличающееся от многих стилей, эпох и направлений в том, что смысл производился там же, где находился зритель. Это ситуация скорее близкая к современным философским и социологическим исследованиям, таким авторам, как Бруно Латур, Джон Ло, Ан-Мари Молл и Вики Синглтон были бы близкие драматурги немецкого барокко или художники и скульпторы барокко итальянского, намного ближе, чем, казалось бы, более растиражированные и понятные авторы европейского романтизма. В европейском романтизме появилась связь, устойчивое сочленение между объектом и смыслом, который он приносит. Та самая теория знака, те самые теории означаемого и означающего – это продукт эпохи романтизма, в которую на самом деле мы, в общем-то, до сих пор и живем. Продукт, который был немыслим в эпоху предыдущего литературного контекста, но при этом совершенно гармонично и очень понятно вписывается в это. И когда у нас появляется вот эта динамика между означаемым и означающим, когда каждый предмет наделен своим смыслом и, более того, своим устойчивым смыслом, не плавающим, не смыслом, который может видоизмениться в любой момент, тогда и рождается это самое массовое просвещение, потому что суть массового просвещения в том, что все объекты должны иметь за собой устойчивые смыслы и значения. Смысл не может быть плавать. Если смысл плавает, значит появляется нестабильность. Если появляется нестабильность, машинерия такого едва ли не стимпанковского города или стимпанковской логики просвещения перестает работать. В этом смысле то, что да, мы называем стимпанковским механизмом, очень близко к тому, как, собственно, просветители мыслят мир. Когда мы говорим о картине просвещения в массовом сознании, мы замечаем, что она очень герметично, очень плотно и очень нервно реагирует на любые проникновения в нее, на любые лакуны. И здесь городские легенды являются тем самым симптомом, той самой лакуной, которая приоткрывается, когда внезапно на форме повседневного опыта оказывается, что знак не всегда сопряжен с объектом, что эти вещи не то что плавающие, динамичные, но могут изменяться самым разным, максимально причудливым образом. Что мы знаем о городских легендах? Когда происходят городские легенды?
Как стать героем городской легенды, в конце концов? Наверное, самый популярный и интересный вопрос, который может задать слушатель. Это ситуация, когда в городе появляется аутсайдер. Если мы посмотрим на крупные сюжеты и крупные нарративы, являющиеся городскими легендами, не на какие-то вот частные минимальные истории, например, про иголки в сиденьях кинотеатров или сиденьях общественного транспорта, или истории про подозрительные подвалы, лесопарки или парки аттракционов, а большие нарративы, которые впоследствии превратились в литературное творчество, примерами которых мы можем назвать таких писателей, как Нил Гейман. Мы вынуждены заметить, что в этой ситуации городская легенда – это всегда история про аутсайдера. Аутсайдер здесь может выступать в двух значениях. Он может быть аутсайдером по жизни, человеком, который в целом не вписывается в нормальную в кавычках, общественную повседневность. А может быть человеком, у которого просто случился очень плохой день. И это довольно распространенный литературный прием для тех, кто, собственно, описывает такой классический большой нарратив городской истории, как человека, который, в общем, выпадает из какой-то ситуации и открывает для себя параллельную, потустороннюю реальность. То, что можно назвать темной изнанкой городской среды. Почему это всегда аутсайдер? Почему городские легенды – это всегда разговор о тех, кто выпал, о тех, кто вписался в поворот, о тех, кто вывалился из нормальной среды наизнанку. Потому что для городской легенды принципиально важным является показать то, что герой не только перестает считывать нормальную реальность, но городская легенда выступает тогда, когда появляются лакуны в повседневности. Наша с вами повседневность, в отличие от жителей европейских деревень предыдущих эпох, зиждется на глиняных ногах, на наши стабилизирующие ритмы вещи, как часы, календари, планы, ежедневники, свистящий смартфон, который напоминает о том, что вы опаздываете на очередную встречу. Это совершенно призрачные, очень нестабильные способы поддерживать ритм повседневной жизни по сравнению с такими жесткими структурными вещами, как, например, собственно, период сбора урожая, лунные циклы или, в конце концов, то, что называется сельской общиной. Тогда повседневность была действительно предельно механистична, в то время как город, который хочет казаться идеальным механизмом, как, например, в фильме Фрица Ланга «Метрополис» и всех последующих литературных нарративах, а, обладает большим количеством лакун, места в которых и занимают городские легенды. И, собственно, благодаря этому и проявляется вся странность, непонятная чуждость, тревожность, то, что, в общем-то, в английском языке называется словами «вирт» и «ира», и одноименную книгу про искусство, и в том числе такие пространства, написанную Марком Фишером и блестяще фиксирующим очень многие вещи и моменты. Именно поэтому, кроме городских легенд, в тот же самый период, когда появляются городские легенды, появляются такие литературные авторы, как Говард Лавкрафт, как Роберт Говард, как Блох и далее, далее, далее. Многие авторы американского, в первую очередь, жанра, который впоследствии будет называться weird stories. И начинающегося с бульварного, а сейчас являющегося, в общем, значимым каноном мировой литературы. И именно здесь мне хочется сказать то, что просвещение, надеясь рационализировать все, надеясь избавиться от такого сельского мифа, всячески гордо посмеиваясь над людьми, которые верили в вампиров, оборотней, мертвей, вихтов и все остальное, ам, не только сделала всех вышеперечисленных существ героями своих медиа, тем самым, правда, превратив их в совершенно гомеопатичных аналогов самих себя, но породила новые жанры мифов, предельно отличающихся от прошлых, таких как городские легенды, таких как техноцентричные мифы, когда мы обнаруживаем, что на повседневном уровне мы руководствуемся той же самой бытовой магией, что руководствовались наши предки только в отношении к технологиям. И хотя даже сейчас мы видим, как просвещение пытается посмеиваться и говорить о том, что стоит отучить людей от представлений о бытовой магии, мистицизме и победить это религиозное осознание, и мы придем к какому-то повседневному светлому будущему, мы можем констатировать один простой факт, что просвещение такой же миф, как и
все вышеперечисленные вещи. И более того, просвещение не только миф плоть от плоти, но и то, что произошло в 20 веке, и то, последствиями чего мы живем сейчас, ничуть не отличалось, например, сначала от господства католической церкви, а затем и реформации. Это просто такой же структурная замена одного мифа другому, а не что-то принципиально новое и отличающееся от предыдущего опыта. На этом все. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Владеющий Семен Александрович. Я психоаналитический психолог, магистр психоанализа и психотерапии. Сегодня буду рассказывать свой доклад на весьма обширную тему, что мне было выдано. Она называется «Культура страха, защитные реакции, посттравматический синдром и забвение, потеря памяти». В первую очередь, чем, наверное, очень богат психоанализ, как раз-таки это дифференциация некоторых защит и каким-то определением их как в качестве диагностики для дальнейшей работы с пациентом. Ам, Как известно, у нас есть три организации личности или же три регистра. Это невротический, психотический и пограничный. Невротический характеризуется как наиболее хорошо функционирующий. Это субъект, который понимает, кто он, тестирует реальность, который может описать себя, описать какие-то свои привычки, эм, убеждения, описать своих родственников или каких-то там друзей, имеет какие-то социальные связи, но это уже более какой-то. Ам, Чем характеризован психотический субъект, то это человек, который хуже тестирует реальность, который иногда находится или всегда находится в некотором бреду, в галлюцинациях. У него есть некоторые архаические страхи, и, м, собственно, каждому из этих двух, что я перечислил сначала, соответствуют некоторые психические защиты. Эм, И также третья организация личности, ее вел Отто Кернберг, если не ошибаюсь, в конце 20 века. Он характеризовал это тем, что есть люди, не попадающие под такой регистр психотических, но в то же время они могут соотнестись или отнестись к невротическим людям. И он написал их как borderline, кто находится на границе психотического и пограничного. То есть это также выделился в отдельный регистр, в отдельную организацию личности. Сейчас у нас есть, собственно, их три. Для каждой из организаций существует свой отдельный, скажем, отдельная тревога или отдельный страх. Или писал Жан Бержере в своем учебнике по психоанализу. Он называется «Психоаналитическая психопатология». И там он выделил как раз-таки три этих организации личности. И эм, для каждой из них он выделил какую-то основополагающую, такую фундаментальную тревогу, которая есть. И для невротического это, как я напомню, наиболее как бы здоровые люди, считающиеся в психоанализе. Это страх кастрации. Для пограничного это страх потери объекта. И для психотического это страх распада или тревога аннигиляции. Это очень всеобъемлющая тревога, которую сложно познать, наверное, человеку, находящемуся не в спектре психотической организации личности.
Но, однако, в контексте сегодняшней заданной темы вообще стоит отметить, что защит существует огромное множество, и для описания хотя бы там, не знаю, 5 из них потребовались бы несколько лекций. С этой же сегодняшней темы я пытаюсь как-то описать, наверное, одну, которая здесь является несколько любопытной в рамках такой вот диады посттравматического синдрома и забвения или потери памяти. И это самая такая, наверное, часто встречающаяся, э, парадоксально, наверное, но часто встречающаяся защита – это вытеснение или, что называется еще, repression. Идея заключается в том, что какие-то вообще что такое защита сама по себе, что такое защитная реакция, что такое защитные механизмы. Они помогают нам, людям, которые находятся в постоянном каком-то ну, психическом давлении извне, э, меньше переживать психическую боль. То есть защиты ограничивают нас психической боли, они как-то сдерживают ее, они в случае с вытеснением, они вытесняют ее, они вытесняют боль из сознательного в бессознательное, чтобы мы как-то забыли о ней, чтобы мы не страдали так сильно от нее, как мы можем от нее страдать. И вытеснение, будучи такой реакцией, применяющейся, собственно, практически постоянно, ам, она как раз-таки, ее можно связать как потеря памяти, то есть она фактически изолирует нас от клочков нашей какой-то памяти, которая нас может как-то, м, даже, наверное, она не изолирует нас, она несколько защищает, она убирает эти клочки памяти куда-то подальше, вглубь нас, вглубь нашего бессознательного. Если мы рассмотрим изоляцию какую-то, вот этого вот, ну вот как раз таки самой памяти или самих событий, то это больше подходит под диссоциацию. То есть диссоциация – это очень любопытная защита, которая происходит как раз-таки опять же, это в контексте сегодняшней темы, диссоциация возникает, и, наверное, мы все диссоциируем, можем диссоциировать, точнее, м, можем диссоциировать так или иначе, когда мы подвергаемся какому-то огромному страху или огромной травме, когда м, часто диссоциация происходит с детьми, когда они подвергаются какому-то сильному абьюзу или травматичным ситуациям в детстве, они могут буквально не помнить какие-то безумно ужасные воспоминания из своего детства, безумно какие-то ужасные события, что были в детстве. Также происходит с жертвами насилия или эм, да. И в контексте этого посттравматический синдром, его любопытно было бы смотреть, поскольку он характеризован одной вещью, что как раз-таки несколько противоречит всему, что я писал ранее. Это репереживания или так называемые флешбеки. Репереживания, они обычно как-то заставляют отдельного человека, что находится вот это вот ПТСД, они заставляют его переживать одни и те же чувства или воспоминания раз за разом. То есть здесь ам, возникает предположение, что, наверное, это то, что не может быть вытеснено. То есть, возможно, что-то было нарушено в функционировании отдельного человека с ПТСД, что как раз-таки
не позволяет ему вытеснить ту или иную вещь. И опять же, что любопытно, это, наверное, в 19 году Фрейд пишет эссе, что называется «Жуткое». Это термин, как он объясняет, жуткое. Почему что-то становится жутким для нас? Это потому, что что-то является м, знакомым и в то же время незнакомым для нас. То есть то, что приводит нас к чувству некоторого, ну, вот такому вот тревоги или дискомфорта. М, Далее стоит отметить, что Юлия Кристева в своей работе «Сила ужаса», она также выделяет термин, что называется abject. Он может переводиться как отвратительное или мерзкое. И м, это также часть реакция, что возникает на некоторую угрозу потери различия между субъектом и объектом, или между я и другим. А, Одним из примеров, что можно привести, это может быть труп, что травмирующе напоминает нам о нашей собственной материальности и нашей смертности, о том, что мы не какие-то там боги на протезах или стремящиеся к богоподобию люди, что весьма активно сейчас транслируется при помощи различных биотехнологических компаний, которые они буквально порождают в человеке мысль того, что он может быть бессмертен или он может быть богоподобен, что он может там жить вечно или восполнить то, что он потерял при помощи каких-то протезов или чего-то такого, но ам, также вот этого чувства мерзкого или отвратительного или ужасного, возможно, ам, само это чувство или вот этот вот термин, он также может как-то рождать в нас страх, конечно же, и постоянную тревогу. Ам, Далее стоит отметить, что м, забывается ли что-то на самом деле. Многие исследования говорят, что нет, что все, что было вытеснено или забыто, остается в нашем психическом. Это, с одной стороны, хорошо, поскольку мы помним материалы из бесчисленных лекций, статей и разговоров. В то же время мы помним какие-то вещи, м, что бы мы хотели, чтобы были забыты. Но то, что вытесняется, обычно не возвращается в той же форме, что вытеснилось. То есть вытесненное возвращается в какой-то искаженной форме. Это могут быть наши какие-то страхи или наши какие-то бессознательные желания или фантазии или симптомы. М, Считается ли, что излечение человека, страдающего посттравматическим синдромом, это какая-то, ну, как
Считаем ли мы, что излечение человека, страдающего от ПТСД, кроется в забывании каких-то или вытеснении каких-то травматических событий? Нет. Я, по крайней мере, так не думаю. Не совсем я ознакомлен с трудами других коллег, занимающихся этой области, но я не думаю так. Я думаю, что как раз-таки нужно научить как-то справиться с этой травматической ситуацией. Уилфред Бион говорил о том, что в раннем возрасте мы можем либо же постараться жить жизнью, которая не сопровождается страданиями и страхом, мы можем как-то пытаться прожить жизнь без переживаний, или же мы можем постараться научиться проживать жизнь, осознавая все эти невзгоды и трудности жизни, и попытаться переживать наши страдания и как-то бороться с ними. Так вот, возможно, как раз-таки при ПТСР, возможно, эта функция была нарушена, то есть какой-то субъект, он несколько запутался в своих этих таких переживаниях и детском становлении. Почему тот или иной человек принимает ту или иную форму какой-то, принимает ту или иную форму, вот то, что я писал. Возможно, это скрыто в том, что у каждого из нас при рождении есть свой определенный темперамент, то есть мы рождаемся с тем или иным темпераментом, это какая-то вещь, что, возможно, заложена в нас генетически, или, возможно, что-то было связано с гормонами внутри нашего внутриутробного развития. Хорошо, я немного осветил то, что я собирался осветить, и это были больше размышления, нежели какие-то абсолютно факты, что я рассказывал. И да, пожалуй, спасибо за внимание. Дарья Анатольевна Рыбакова, театровед, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Театральная мифология в пьесе Островского «Лес». Прежде всего, нужно сказать о причинах возникновения и существования театральной мифологии в принципе. Дело в том, что театр – такой особенный вид искусства, который невозможно сохранить. Материальный объект, спектакль, живет только в момент, когда он показывается. Как только он закончился, можно сказать, что его уже нет. Поэтому у театра гораздо больше склонности в разговорах о театре гораздо больше склонности к мифотворчеству, чем в разговорах о любых других видах искусства. Как пишет современный французский теоретик театра, автор словаря театра Патрис Пави, цитирую: «Спектакль, будь он показан вчера или в Древней Греции, одинаково безвозвратно утрачен, и мы не имеем возможности ни воспринять его эстетически, ни сохранить его как материальный объект». Что нам остается от театра? Какие-то изображения, причем такие изображения, что как их ни собирай,
спектакля не получится. То есть это не черепки от вазы, да, по нескольким, а иногда по одному можно представить всю вазу. Здесь по изображениям спектакль представить себе в целом все равно невозможно. И, конечно же, слово. А если мы говорим об истории театра, о театре 19 века, начала 20-го, то это прежде всего слово, потому что фотографии еще снималось очень небольшое количество. Каждый спектакль представлен обычно максимум 10 фотографиями там, в начале 20 века, а что касается 19-го, то и меньше. А о том, чтобы снимать как движущееся изображение, и речи не было. То есть от театра остается прежде всего слово. Теперь смотрим, что такое миф. У меня 2 цитаты я приведу теоретиков мифа. Стеблин-Каменский пишет: миф – это не просто образы, возникшие в сознании отдельного индивидуума, а образы, закрепленные в слове и ставшие достоянием целого коллектива. И Лосев: миф не есть историческое событие как таковое, он всегда есть слово. То есть миф – это некое слово, которому верят, да, которое считается объективной реальностью. И вот театр, не способный сохраниться как материальный объект, бесконечно порождает и провоцирует мифотворчество по поводу себя. Да? То есть то слово, которое о театре сказано, оно воспринимается как реальность с этим театром происходящее, да? Как то, что на самом деле было. В моем сообщении я обращаюсь к реалистической, казалось бы, не склонной к мифам драматургии Островского. Собственно, очевидно, одно обращение Островского к сказочно-мифологическому сюжету – это как раз «Снегурочка». А я расскажу про совершенно другой миф у Островского, про миф об актере. И здесь мы скорее будем говорить не о сказочных сюжетах, а о том, что такое массовое представление об актере, как оно формируется и как оно живет в пьесе Островского и обретает черты мифа. У Островского 3 пьесы с главными героями-актерами. Есть еще одна «Бесприданница», где есть герой-актер, но он, очевидно, не главный. А вот в 3 они главные. И самая ранняя из них – это «Лес», 70-й год. В «Лесе» 2 главных героя, актера, которые появляются там. Понятно, что они актеры, но они появляются как бы вне театра. Они представлены в жизни. Все, что они делают, все происходит в жизни. Там нет сценического пространства, нет очевидных зрителей, которые бы знали, что они зрители. При этом актеры, конечно, играют, но все это они делают в жизни и с жизненными, а не театральными целями. В «Лесе» действуют 2 актера, трагик и комик, которые сходны и противопоставлены, одновременно притягиваются и отталкиваются. Противоположны они сразу, начиная с их внешности, подробно, не очень характерно для Островского, совсем не во всех пьесах он так подробно описывает внешность своих героев. Так вот, актеры подробно описаны. Отчасти цитирую, отчасти пересказываю. Трагик. Брюнет с большими усами, подвижными чертами лица, утомлен, бросает мрачные взгляды, на нем длинное широкое пальто, шляпа с широкими полями, высокие сапоги. Это один герой. Рядом с ним комик. Нарумяненное лицо, жидкие пепельно-рыжие волосы, быстрые глазки, утомленно улыбается, одет в коротенький пиджак, коротенькие панталоны, детский картузик. Полное противопоставление. Точно так же они противопоставлены внутренне. Кстати, у Островского и упоминание о голосе. Понятно, что трагик говорит басом, а, естественно, комик тенорком. Внутренне они тоже по своему поведению, существованию в событиях пьесы, они тоже, конечно, противопоставлены. Трагик благороден, бескорыстен, наивен, силен, полон трагизма. Ему свойственно чувство превосходства над комиком. И оно вполне даже комически трактовано. Ему сопутствует царственная тема. Например, Несчастливцев неоднократно сравнивает себя со львом. Комик плутоват, хитер, корыстен, предприимчив, проницателен, при этом очень, в отличие от трагика, трусоват, подобострастен по отношению к трагику и, конечно же, в самом таком плотском материальном смысле неравнодушен к вину, женщинам и очень весел. Всегда, вне зависимости от происходящих событий, он обычно не теряет веселого настроения духа. На протяжении всей пьесы обнаруживается сходство этих образов с персонажами фольклора и литературных мифов. Ну вот первая пара, с которой они очевидно сходны, герой Трикстер.
Трагик и комик такие же двойники, как Король и Шут, Дон Кихот и Санчо Панса, Дон Жуан из Гонорель или, скажем, Лепарелло у Пушкина или в опере. Ольга Михайловна Фрейденберг, исследователь до литературной стадии формирования сюжетов, пишет, что вот уже на этой стадии, да, ранних сюжетов, до литературы, у каждого героя, а это обыкновенно бог, царь или иная влиятельная особа, есть дублер в виде шута, клоуна, слуги и так далее. Этот дублер обладает определенными зафиксированными качествами. Это всегда грубый обжора, пройдоха плут, глупый лентяй, веселый предприимчивый малый, знает то, чего не знает никто другой, подмечает все ради комического эффекта. Он хвастлив, полон трусости, падок до всего низменного, женщина, вино, деньги. Веселость его первая оригинальная черта, плутовство вторая. Вот это сочетание героя и трикстера мы видим, конечно, в «Несчастливцеве» и «Счастливцеве». Второе. Мифологическое и фольклорное сюжетосложение, как оно проявляется в этой пьесе. Опять же, обратимся к Фрейденбергу. Основной закон мифологического, а затем и фольклорного сюжетосложения заключается в том, что значительность, выраженная в имени персонажа, следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив. Это сложный текст, но смысл его заключается в следующем. Герой, это я опять продолжаю Фрейденберг, герой делает то, что сам семантически означает. То есть герой осуществляет самого себя, осуществляет свое имя и свое предназначение. Вот. Сейчас посмотрим, как это происходит в «Лисе». В «Лисе» актеры внедряются в жизнь усадьбы. В результате жизнь усадьбы в целом не меняется, но трагику удается совершить несколько добрых дел, в том числе осуществить мечты Аксюши и Петра. И не изменившись, и трагика комик, оба актеры уходят со сцены обратно, куда пришли, в театр. На протяжении сюжета их образы не развиваются, но персонажи оправдывают свое собственное театральное амплуа. Профессия Несчастливцева, актер-трагик, исполнитель трагических ролей в системе пьесы трактуется как его роль, его функция, как культурного героя мифа. Несчастливцев и в жизни постоянно и самозабвенно играет трагика. Он характеризует самого себя в качестве трагика, и эта характеристика успешно осуществляется на протяжении пьесы. Вот то, о чем говорила Фрейденберг, что он осуществляет то, что сам означает. Несчастливцев заявлял, например, что его игрой на сцене восхищались коллеги. В жизни ему тоже удается вполне удачно играть свою роль. Он заявлял, что трагик вообще-то не переносит подлости, интриг и копеечников. И действительно, Несчастливцеву удается предотвратить обман Восьмибратова. Несчастливцев утверждал, что ценит возвышенные чувства и сумел понять и оценить возвышенные чувства Аксюши. Несчастливцев говорил, что у него широкая душа, и отдает Аксюше свою последнюю, случайно к нему попавшую 1000. И так без денег и уйдет. Несчастливцеву удается соответствовать принятой на себя жизненной роли трагика и оправдать ее полностью. Всем тем, что он осуществляет на сцене, Несчастливцев это звание трагика оправдывает. Еще одна задача мифологического героя. Мифологический герой вносит в мир гармонию, превращает хаос в космос. Вот каким образом вносит гармонию Несчастливцев? Трагик – это не только исполнитель трагических ролей. Да, вот понятие трагика для XIX века, об этом еще чуть позже буду говорить. Это не только исполнитель трагических ролей, а это еще и воплощение общих качеств собственных персонажей, героев трагедии. Несчастливцев – персонаж-актер, поведение которого запрограммировано поведением его театральных героев. И поэтому, заметьте, театральный жест у Несчастливцева первичен по отношению к жесту человеческому, а вовсе не наоборот. Вот читаем цитату. Несчастливцев. Это самый финал, когда он просит Гурмышскую, в очередной раз просит дать 1000 рублей для Аксюши, чтобы это было приданное ее. Там эта сумма приданного, она уменьшается на протяжении пьесы. Вот уже теперь всего 1000 нужна для того, чтобы счастливо поженились молодые герои. Цитата. Несчастливцев. Вы женщина богатая. Что значит для вас эта малость? Я бедный труженик. Но если бы у меня были... Ремарка. Ударяет себя в грудь. А что такое? Да они есть. Ремарка. Вынимает из кармана деньги. Вот они.
То есть обратим внимание, что в этой реплике, в сочетании реплики и ремарок мы видим, как человек производит чисто театральный жест, хлопает, ударяет себя рукой в грудь. Такой вот эффектный театральный жест, да, для того, чтобы что-то доказать. Вот если бы у меня были... И вдруг чувствует в кармане своей рубахи, да, под рукой, чувствует эту довольно толстую пачку, как мы скажем на выставке, посвященной Островскому, показали, что купюр в 1000 рублей не было, поэтому это, в общем, обычно довольно толстая пачка. И чувствует эти деньги, вынимает их и отдает. То есть заметьте, что именно театральный жест порождает совершенно жизненные действия. На протяжении пьесы Несчастливцев мечтает о том, чтобы жизненные переживания, наоборот, порождали сценические. Он говорит о том, кто такая актриса. Актриса – это не та, которая умеет что-то представлять, ломаться там, или фальшивить. Да? С точки зрения Несчастливцева, актриса – это та девушка, которая в омут головой от любви бросится. Вот кто такая актриса. То есть это как раз человек, который не фальшивит, а который способен на огромные, колоссальные жизненные чувства. И вот это настоящая актриса. Но в пьесе жизненные переживания в театральные не превращаются, а Ксюша актрисой не становится. А вот как раз наоборот происходит. Заштампованный, казалось бы, сценический жест, типа удара себя рукой в грудь, превращается в живое человеческое действие, которое очень сильно помогает героям, да? Ну, осуществляет их мечты буквально, да? Вносит вот в их жизнь гармонию. Итак, персонажу пьесы «Лес», актеру Несчастливцеву, свойственны черты героя мифологического сюжета. Он имеет двойника, по ходу действия не меняется, в конце возвращается туда, откуда пришел. Своим поведением оправдывает как собственную фамилию Несчастливцев, так и функцию трагика. И теперь по поводу того, кто же такой трагик в России и каким образом вот этот... Как случилось так, что этот образ трагика связан с образом Несчастливцева, и за счет чего они связаны? Несчастливцев – представитель русского театрального мифа. Конечно, персонаж, ведущий свое происхождение еще из 40-х годов. Пьеса, напоминаю, написана в 70-м. Эпохи в истории театра гораздо более яркой, чем последующие 20 десятилетия, которые прошли от 40-х годов до 70-го, когда пьеса была написана. В 30-е и 40-е годы Малый театр в Москве, где жил Островский, переживал период романтического шиллеровского подъема. В театре царствовал Павел Мочалов. В зрительном зале сидели Лермонтов, Белинский, Станкевич, Аксаков, Аполлон Григорьев и не только они. Белинский в 1945 году пишет: «В Москве трагедию любят даже купцы, без бород и с бородами». Известно, что еще студентом Островский пересмотрел все спектакли драматической труппы с Мочаловым в главных ролях. Характер Мочалова, его образ жизни, стихийность, нестабильность его игры, а играл он так, что были, все об этом писали, были гениальные моменты, а потом какой-то общий тусклый фон, и потом опять что-то потрясающее, и опять ослабление. То есть очень нестабильная игра. Вот все это и то необычайно сильное влияние, которое он оказывал на современников, и впечатление, которое производил, способствовали возникновению мифа о Мочалове, который расширительно трактуется как миф о русском трагике вообще. Что же это за миф о Мочалове? Это, конечно, романтический миф. Это миф о художнике чистого вдохновения, таком актере Пифии, который непонятно откуда и из чего творит. Миф этот был закреплен, может быть, даже и создан, можно сказать, Виссарионом Григорьевичем Белинским в его статьях 30-40-х годов и поддержан, конечно, очень многим. Мы помним, да, что миф – это слово, да, миф – то, что воплотилось в слове. Вот в соответствии с мифом Мочалов, актер, то, как о нем думают, да, впервые это написал Белинский, и дальше это пошло в мир, стало общим местом. Мочалов актер беспутный, вдохновенный, творит по вдохновению. Вдохновение есть внезапное проникновение в истину. Что пишет Белинский? Мочалов даже не актер, а вдохновенная Пифия, прорицающая тайны искусства, когда она одушевлена мучащим ее восторгом, и говорящая не впопад, когда она чувствует себя в спокойном расположении духа. Вот, то есть, видите, только в какой-то момент восторга, непонятно когда и почему он будет возникать, вот тут это настоящий прорицатель. А дальше Бог знает что.
Современники считали, что Мочалов не только вдохновенно творил и потрясал страстями, но и с нравственной точки зрения определил жизнь целого поколения. Мочалова было принято соединять с его героями. Считали, что кого бы ни играл трагик, а играл он в том числе, играл, конечно, и в мелодрамах, но в том числе играл самых возвышенных персонажей: Гамлета, Карла Мора. В общем, всегда он играл самого себя. Таково было общее мнение. По словам Аполлона Григорьева, цитирую, он на все налагал свою печать. Печать внутреннего душевного трагизма, печать романтического, обаятельного, но всегда зловещего. То есть, смотрите, его роли соединяются с внутренним миром трагика. Он потому так хорошо играет, и это мифологическая точка зрения, что он сам таким является. То, что мы говорили о несчастливце. О законченности и устойчивости мочаловского сюжета в истории русского театра пишет один из крупнейших российских театроведов уже советского времени Борис Владимирович Алперс. Цитата. «Портрет актера, который создают современники для будущих поколений, является почти каноническим и редко поддается последующей ревизии. Тем более это относится к Мочалову. В истории русского театра мочаловский эпизод сложился в увлекательный роман, в романтическую повесть, сюжет которой отлился в законченные и неизменяемые формы. На основе вот этого сюжета, который изначально, как я уже сказала, был зафиксирован Белинским, родился и обобщенный миф о русском трагике, уже не только Мочалове, который достаточно отчетливо обрисовывает в своем рассказе-очерке Аполлон Григорьев. Рассказ-очерк сам по себе называется «Великий трагик». Теперь цитирую Аполлона Григорьева. «Истинный трагик – редкость. Физиономия у трагика должна быть особенная, голос особенный, и сверх всего этого душа особенная. От трагика ждут некоторого откровения. Великий трагик есть целая жизнь эпохи, жизнь в ее напряженности, в ее лихорадке, в ее, если хотите, лиризме. Итак, русский трагик – это актер по вдохновению, человек темпераментный, носитель всех положительных качеств своих благородных героев, великодушный, благородный, бескорыстный, и вместе с тем, тут тоже сказалась судьба Мочалова, беспутный, нищий, несчастный, пьющий. Можем обратить внимание, между прочим, отхожу в сторону, на образ Высоцкого в культуре. Да? Он, конечно, абсолютно соответствует этому же образу русского трагика. Возвращаемся к нашей теме. Не просто парочка нищих неприкаянных актеров забредает в усадьбу Гурмышской. Туда является герой театрального мифа, трагик, со своим непременным пародийным дублером-двойником. И как всякий мифологический герой, он приводит с собой весь миф. И таким образом в пьесе появляется театр 30-40-х годов, русский театр эпохи романтизма. Театр той золотой эпохи, когда в нем искали не развлечения и удовольствия, а сильных переживаний, страстей, слез, душевных потрясений и прозрения. Зрителям представлялось очень многим в это время, что самые значительные события их конкретной жизни происходят на сцене. То есть, что в жизни вроде все так как-то серо и обычно, а вот настоящие-то события, они на сцене, настоящие герои на сцене. И то, что люди видели на сцене, казалось им событием важным для их собственной личной жизни. И сцена представлялась в этом смысле не копией, а самим оригиналом жизни. То есть на сцене все по-настоящему, женщины истинно прекрасны, предательство настоящей глубины, злодеи чудовищны, чувства сильны, герои благородны. А в жизни так все как-то серенько. Вот тот мотив, который был очень важен для восприятия театра в 30-е и 40-е годы XIX века в России. И это был театр, преисполненный возвышенных задач, тот театр, с которым себя сверяла и на который ориентировалась жизнь. Интересно, что черты мифа о трагике мы обнаруживаем и в публицистических высказываниях Островского. В написанной в 80-е годы статье «Причины упадка драматического театра в Москве» драматург, почти как Несчастливцев, печалится по поводу отсутствия на современной ему сцене настоящих трагиков, таких вдохновенных, темпераментных трансляторов благородных мыслей в обывательские души. Цитирую Островского. «До сих пор в Москве нет трагика. Это огромное лишение для публики. Потребность трагедии и сильной драмы живет и всегда будет жить в зрителях.
Драма – душа театра. А для молодой публики нужно другое. Ей нужен на сцене глубокий вздох на весь театр, нужны непритворные теплые слезы, горячие речи, которые лились бы прямо в душу. Черствеющая в мелких житейских нуждах и корыстных расчетах обывательская душа нуждается, чтобы иногда охватывало ее до замирания высокое благородное чувство, одушевляющее трагика на сцене. В пьесе «Лес», отчасти в предшествующей и этой пьесе драматургии Островского, обнаруживаются черты русского романтического театрального мифа, в соответствии с которым не только трагедия, но и весь театр лучше, благороднее и даже сильнее жизни. Однако прозаическая и вполне не романтическая эпоха 50-60-х годов позволяет романтическим ценностям проявиться только в довольно сниженном и несколько ироническом варианте. Дифирамб театру и трагедии Островский пропел в неожиданном жанре, в комедии. Меня зовут Ирина Иванникова, и я художница, и исследую тему перформативной фотографии и взаимоотношения перформанса и фотографии. И сегодня я подсвечу такие аспекты, как архивы тела и формирование реальности, как фотография и перформанс выстраивает эти взаимоотношения с реальностью, и как фотография дает рамку перформансу и позволяет ему случиться. Чтобы подойти к теме архивов тела, я немножко расскажу, что перформанс и фотография довольно очевидная их взаимосвязь — это документирование перформанса, но в своем сегодняшнем выступлении я немножко зайду с другого угла, не самого очевидного, поскольку есть интересное определение фотографии, которое дала Надя Шереметова. Она проявляет, то есть она говорит о том, что фотографии нужно бороться с ее очевидностью. И самое интересное, что происходит в фотографии, это вот отсылка к опыту, к психическому и визуальному опыту, который у каждого человека есть. И то есть когда я говорю про архивы тела, я как раз подразумеваю вот эту память тела, с которой работает перформанс и фотография. К примеру, вот была выставка в Тейт, перформанс для камеры, и что было любопытно в этой выставке, то, что выставлялись фотографии довольно ранние Надара, которые еще были до возникновения медиума перформанса как такового, и это был очень интересный ход куратора. И почему, как я думаю, это было сделано, поскольку та репрезентация, которая использует наше тело перед камерой, это уже такие очень заложенные историческая какая-то, исторический пласт подцепляется, как человек привык уже перед камерой позировать, и как бы мы... то есть это вот как раз тот невидимый пласт, который на нас влияет. И когда мы говорим про архивы тела и про тело человека, то помимо события и жеста, который человек происходит, там репрезентация в моменте, в настоящем моменте, еще любая поза, она скрывает вот этот вот невидимый пласт, который не всегда мы можем и осознать, и ощутить. И как раз фотография вскрывает часто эти невидимые, это невидимое влияние. Это то, о чем писал Мерло-Понти про фантомный орган. То есть когда
Органа, по сути, допустим, в человеке нету, но человек часто ощущает эту боль. Ну, то есть вот есть такой феномен какой феномен фантомного органа, когда фактически мы ничего не видим, но по сути это вот это невидимое влияние. И вот когда тема архивов, которая была активно работали и в современном искусстве, естественно, фотографии очень много про архивы писали и говорили. И как раз вот этот момент, архивы, которые хранит наше тело. Допустим, есть сейчас идет выставка Петровской во Франции. В общем-то, проект она достаточно давно уже сняла. И в этом проекте она рассматривает, берет такую позу из, по сути, массовой культуры, когда люди повторяют позы из своего детства, ну, будучи взрослыми. То есть они воспроизводят это позирование из семейного фотоархива. И эта серия у нее называется «Удушье». И как раз через вот эти странные позы и повторения, по сути, уже ну, такая на изображении мы видим как раз эту странность, когда взрослые люди в каких-то непонятных позах, и там очень, ну, это, конечно, надо еще посмотреть, потому что у каждого будут свои интерпретации, но то, что художница закладывает, то, что вот это сохраняется, вот это влияние, которое в любой семье, вот эта система социальных связей, которые воздействуют ну, на каждого человека в настоящий момент. И как раз вот она в этом проекте проясняет проясняет эти связи, то есть вот удушье, которое, казалось бы, наберет семейные связи, которые предполагают благополучие какое-то и вообще хорошую атмосферу, но вот она подчеркивает какие-то взаимодействия, которые вот, мне кажется, как раз вот этот фантомный, фантомный элемент в ее проекте становится очень замечаемый и ну, то есть это какая-то такая вот неочевидная связь фотографии и перформанса, потому что фотография очень иногда как раз раскрывает глубоко какие-то, в том числе и психические процессы, и социальные, культурные, ну, как и перформанс. И то есть это такой, мне кажется, большая часть взаимоотношений, перформанса и фотографии, когда достаточно глубоко вот это происходит проникновение не в сиюминутный, возможно, жест, а вот в какой-то наш как раз вот этот психический опыт и опыт визуальный, поскольку как раз если мы говорим про позирование, мы же часто неосознанно позируем, и что при этом на нас влияет? То есть у нас куча образов там из массовой культуры, из кино, то есть это целая система, которую мы часто не можем даже сами отследить и понять, только если вот будем как-то прицельно это исследовать. По сути, это такой очень большой пласт информационный, который наше тело через позирование дает вот ему соответственный какую-то вот эту рамку. И как раз, наверное, дистанцию через перформанс и фотографию мы можем как раз выстроить эту дистанцию, если мы замечаем эти моменты, то, почему мы там позируем так или иначе, если вдруг мы там раскручиваем какой-то паттерн свою поведенческую вот эту историю, то это тоже это может быть очень интересное изменение произойти в целом, ну, во всей системе организма. Вот. И, наверное, самый яркий пример, который можно отнести к архивам
к архивам тела и к архивам памяти, самая такая, одна из известнейших художниц Шерман, Синди Шерман, она как раз, кто вот впервые видит ее серии, думает о том, что это кадры из какого-то фильма. Но как раз-таки художница работает с этим, с этой какой-то памятью. Ну, то есть она воспроизводит кадры из фильма в этой серии «Стилс», кадры из фильма, которого на самом деле не существует, но то, как она это все составляет, какие-то сюжеты, позы, жесты, нам кажется, что где-то это мы видели. И вот этот вот момент, что а, нету этого воспоминания, по сути, но вот это ощущение, она то есть уловила такой большой срез коллективного вот такого узнавания, а, ну, позирования тела в кино. Вот. И это тоже, на мой взгляд, такой заход как раз на территорию вот этих архивов тела, потому что как раз тут происходит этот парадокс, что фильма не было, но нам кажется, что, мы знаем, что это за кино, то есть это как-то вшито уже в наше сознание. И, по сути, вот эта она препарирует вот эту визуальную память, восприятие образа а, своим, своим проектом. И м, И также я бы хотела немножко поговорить, ну, то есть тут вот эта взаимосвязь, которую я обозначаю как архивы тела, это довольно такая любопытная, многослойная тема, потому что как раз тут ну, довольно и много проектов есть в этой теме. И как раз фотография в этом смысле проявляет какие-то вот эти невидимые связи и взаимоотношения, которые не сразу, ну, как не очевидны. Вот. Также, мне кажется, одним из интересных аспектов во взаимоотношениях фотографии и перформанса. Но тут больше фотография, вот если мы говорим про фрейминг реальности, тут как раз фотография, она как будто дает эту рамку реальности, и позволяет вот перформансу случиться, поскольку тут я бы хотела сказать про тему повседневности, про тему, поскольку это такой материал, с которым художники довольно часто работают, и, по сути, тоже с фотографией очень много есть проектов на тему повседневности. То есть в какой-то момент это было такой такой очень непрезентабельные какие-то возникали серии, при этом люди сталкивались со своей реальностью, допустим, какие-то спальные районы, серии в спальных районах, и, конечно, многие задавали вопросы, почему мы это видим каждый день. Вот это как раз тот подход к повседневности, который художники вывели, поскольку люди начинают по-другому на свою повседневность смотреть после этих проектов, что как бы это возникают другие связи с собственной повседневностью, собственной реальностью. Ты понимаешь, что это может быть тоже таким материалом, грубо говоря, для работы, для художественной работы. И, конечно, у фотографии есть индексальная природа, и как бы мы, в отличие от живописи, и как бы мы сейчас уже парадигма постдокументальной фотографии, но при этом у нас есть какое-то всегда восприятие такое, как
стереотипное, скорее всего, что фотография — это то, что действительно было, и вот эта взаимосвязь фотографии и реальности, она, какой бы ни была а, художественной фотографии, все равно вот этот вот автоматизм какой-то восприятия, он, конечно, часто есть, и действительно много об этом и фотографических проектов, но сейчас не так уже остро стоит вопрос современной фотографии про документ и вот постдокументальность. Уже есть такое восприятие постдокументальности и то, что фотография — это все-таки художественный взгляд на реальность, и вот эта художественная репрезентация реальности, это уже такая, это как бы уже не такая острая проблематика, то есть довольно много сделали проектов на эту тему, и поэтому какой-то остроты в этом уже нету, но интересно все равно, как фотография берет реальность как материал, и художник как раз дает рамку, и проявляются какие-то вещи, которые мы не замечаем в реальности, и как раз меняется наше взаимоотношение с реальностью. Почему это интересно? Потому что помимо там минуты, проведенной в музее, когда ты видишь эту работу, дальше ты это восприятие переносишь на какую-то собственную жизнь, ты начинаешь уже по-другому воспринимать и вообще наблюдать, и у тебя включается какой-то новый пласт восприятия. И а, если говорить про перформанс и фотографию, то тут есть интересные работы. Конечно, это ранние работы, и, скорее всего, художники воспринимали все-таки это как документацию. Это 60-80-е годы, но это такие малоизвестные перформансы в Восточной Европе, которые, вот, допустим, делал Ян Будай, к примеру. Они как раз-таки, почему вот эта тема возникла, поскольку в галерее они не могли делать работы, и они как рассматривали реальность как площадку, площадку для работы, то есть для своих экспериментов. То есть они делали абсолютно растворенные в повседневности, в реальности работы. И к примеру, в одной работе он взял кухню и вынес ее то есть он взял кухонный стол, вынес на улицу и включил громкоговорители. Тем самым он развернул вопрос вот этих кухонных разговоров. То есть он как бы вывернул ее, то есть вывернул наружу эту ситуацию кухонных разговоров. То есть они стали на улице, они происходили на улице, это было через то есть громкоговоритель рядом был подключен. И как раз понятно, что прохожие понимали или не понимали, что это происходит перформанс, и за счет фотографии он как раз делает ту рамку для перформанса, которые и мы очень хорошо понимаем, что происходило, учитывая время, учитывая там исторический период. Также есть одна работа художника, тоже Иржи Каванда, когда он в толпе делал такой абсурдистский жест, и люди, скорее всего, они вообще не понимали, что происходит перформанс. Это был просто странный человек, что, может, вообще кто-то его не замечал. Но как раз он сталкивает эти потоки какого-то повседневности и вот этот вот сбивку и какое-то сопротивление, видимо, определенное. То есть он
на фотографии этот жест, он выбивается как раз из толпы, и тоже за счет фотографии он проявляется вообще этот перформанс, потому что он такой очень, по сути, невидимый жест, невидимый перформанс. И вот в этом есть какой-то такой, очень такая тонкость этого жеста, потому что мы понимаем, что вот как художники вынуждены были как бы уменьшить громкость и достаточно тонкие работы создавали, которые вот многие вообще не воспринимали как художественные работы. Понятно, что сейчас это мы можем их понять и понять эту атмосферу. И сейчас фотографии и в перформансе, с одной стороны, за счет того, что перформансы тоже, то есть как бы были какие-то острые фазы взаимоотношений в фотографии и перформансе, когда перформанс не продавался и не покупался, а фотография все-таки участвовала в рыночных отношениях. Но как только перформанс тоже стал участником рыночных отношений, естественно, уже нету вот этой остроты взаимоотношений. И тут, мне кажется, уже другой другая стадия отношений, то есть они довольно это медиумы, которые друг друга больше обогащают, и нету таких вот жестких дефиниций про перформативную фотографию, и в этом тоже есть интерес, потому что можно с каких-то разных углов подсвечивать вот это взаимоотношение, взаимовлияние перформанса и фотографии. Здравствуйте. Лукомец Глеб, композитор, 3-й курс консерватории Николая Андреевича Римского-Корсакова. Тема – минимализм в музыке. Исторические теги темы. Минимализм, пульсирующая музыка, музыка транса, процессуальная музыка, музыка по образцу, музыка с повторными структурами, фазовая музыка, элементарная звуковая фигура, мелодико-ритмическая конфигурация, мелодико-ритмический сегмент, звуковая ячейка, мелодико-гармоническая модель, мелодический сегмент, простейший мелодический оборот, мелодико-гармонический оборот, обобщение, тема, тональность. Контекст. Жан Кокто писал: «Не следует принимать простоту за синоним бедности или за возвращение вспять. Простота прогрессирует на тех же правах, что и утонченность, и простота наших современных композиторов совсем не та, что у клавесинистов. Простота, возникающая как реакция на утонченность, сама заимствует у этой утонченности, она конденсирует унаследованное ею богатство». Начало 60-х годов XX века стало кульминационной фазой экспериментаторства и обозначило кризисную ситуацию в музыкальном искусстве. Рационально выстраиваемая модель и контроль всего, из чего состоит музыка, звук, тембр, динамика, штрих и прочее, превращались в общий сгусток, внешнюю поверхность, массу. Если среднему слушателю дать послушать сонаты Булеза или пьесы Штокхаузена, при огромной разнице в подходе и организации музыки мы услышим схожий результат. Поэтому можно утверждать, что одинаковость и утонченное подобие сериальных сочинений бессознательно стали желанными для утонченной музыки минималистов, как перегной для взращивания куста роз. Стадии развития минимализма. Американский минимализм второй половины 50-х, начала 70-х годов разделился на две ветви – концептуальную и репетитивную. Репетитивная в музыке от слова «репетиция» – многократное повторение одной и той же ноты. Концептуальная ветвь сформировалась в рамках авангарда и была представлена сочинениями Джона Кейджа, Ламонте Янга и других композиторов, которые оставили установку на использование минимума средств. Ранние сочинения Филиппа Гласса также называют авангардными. По мнению немецкого музыковеда Даунузера, минимализм является американским проявлением авангарда, а Петр Поспелов считает, что минимализм, как и любая авангардная концепция, строил свою специфику, помогая себе отрицанием, о чем я говорил ранее.
Американский минимализм был представлен отдельными сочинениями, где осмысливался отдельный звук. Главной идеей этого направления являлось использование минимума, радикальное изменение искусства, традиционных ценностей культуры. Репетитивный минимализм возник на 5 лет позже и стал одним из проявлений новой простоты. В результате утвердился феномен статичной композиции, где форму определяет паттерн и его мутации. Минимализм в музыке был попыткой вернуть простоту и понятность звука. В 70-х годах он стал более популярным благодаря сочинениям Гласса, Райха, Райли, которые получили широкий резонанс и привлекли внимание широкой аудитории. В результате музыкальный минимализм стал верным своей концепции экспериментального периода, но стал проще и более доступен для понимания слушателей. В это время в Европе находятся композиторы, такие как Найман, Пярт, Гурецкий, в России Мартынов, Рабинович-Бараковский, которые ощутили потенцию в американском минимализме для собственного преломления. Например, Пярт создал ряд произведений в стиле тинтинабули, отличающимся медленным темпом, диатоническим типом изложения и использованием репетитивных техник. В России наиболее последовательным представителем минимализма и постминимализма считается Владимир Мартынов. Его произведения, такие как партита для скрипки соло и рождественская музыка, расширяют рамки минимализма на разной стилистической основе. Кроме того, группа венгерских композиторов, сгруппировавшихся вокруг студии новой музыки в 70-х годах, привлекла внимание к микромиру звука, экспериментируя с физико-акустическими свойствами звуковой материи. Третий этап американского минимализма обозначился с наступлением постминимализма в конце 70-х, 80-х годах. Временные границы этого периода конкретизировать проблематично, так как каждый из представителей американского минимализма пришел к нему индивидуально. В творчестве Райли и Райха постминимализм обнаружился к концу 70-х, у Гласса в середине 80-х. Ведущим принципом преобразования материала оставалась репетитивная техника, однако паттерны, ранее строившиеся на элементарных интонационных оборотах, нередко усложнялись. Зачастую они теряли облик лаконичных построений, становясь мелодиями широкого дыхания. Произведения обычно были представлены одночасными или циклическими композициями, в которых части, контрастные по темпу, сменяли друг друга. Структурирование при этом приближалось к классико-романтическим принципам формообразования. Что есть паттерн? Паттерн составляет основу минималистской музыки. Это короткая звуковысотная ячейка, повторяющаяся в точном либо слегка измененном виде. Паттерн выступает как главный компонент формы. За счет краткости ячейки и многократного повтора мы со временем ощущаем ее структуру, поэтому роль интонации выходит на первый план. И чем больше знакомая нам интонация, знакомый жест уходят на новый круг самоповтора, тем больше они обособляются и отстраняют нас от нашей же ассоциации. Тем больше паттерн обретает независимость и цельность, тем больше он сам в себе. Каждый следующий виток прокручивает его в калейдоскопе и по-новому разглядывает, подобно ребенку, который бессознательно исследует и разгадывает кубик Рубика. Паттерн, как тема хорошей фуги, должен уже содержать в себе, с одной стороны, единый аффект всего произведения, а с другой – импульс и энергию для следующего преобразования, для своей мутации в нечто большее, чем он является сейчас. Далее я остановлюсь подробнее на 4 композиторах: Майкл Найман, Филипп Гласс, Симеон Тенхольт, Настасья Хрущева. В конце прозвучит отрывок из произведения Симеона Тенхольта. Барочный минимализм Майкла Наймана. Метод Наймана рассмотрен на примере сочинения «Таймлэпс», которое напрямую наследует барочной эстетике. От барокко здесь единство аффекта не в смысле повторяющегося паттерна, а в смысле устойчивой цепи аккордов, которые каждый раз остаются неизменными. От барокко здесь жанровое наполнение, постоянство гармонии и ритм шага указывают нам на шествие, пассакалию. Это распространенный барочный жанр. От барокко здесь аффектирующая ударность. Нерв задан изначально, и никакие спады и просадки невозможны, иначе аффект будет разрушен. Его можно лишь довести до своей крайности, что Найман и делает. Все больше тембров наслаиваются и пробивают, взрывают четкую ритмическую сетку изнутри. От барокко здесь сама простота гармонии, никаких модуляций, лубочная прямая тема, которая себя не стесняется, поскольку понимает, что в контексте, в которых
она помещена, она может себя реализовать как банальное и несерьезное. Все эти принципы мы можем увидеть на примере творчества Вивальди, который в лучшем смысле злоупотреблял повторами. От барокко здесь стабильность и обострение всех факторов музыки. От барокко здесь доза. Аффект должен быть выдержан, вытомлен в нужном балансе. Если будет переизбыток, он не сработает. Если аффекта будет мало, он не сработает. Найман видит в барочном потенцию для организации музыкальной ткани, формы, тематизма. Барочные принципы у Наймана в минимализме ведущие, и Найман использует их прелесть. Что слушать? Таймлэпс, музыку к фильмам, фортепианный концерт. Школьный минимализм Филиппа Гласса. Минимализм Филиппа Гласса – рефлексия трезвучия на школьном уровне. Трезвучие звучит как трезвучие, как три звука – ми, соль, си, как перебор трех звуков, за которыми снова три звука. И так очень настойчиво, как в этюдах Черни. Это намеренно одномерное пространство, оно сжато, оно зримо и ясно, как сборник детских упражнений. Это работа с минимумом, выглядящая как не работа композитора вообще. Музыка Гласса – это путеводитель по общим формам движения. Дети, изучая Черни, узнают, что такое арпеджио, гамма, аккорд, минор, мажор, быстро, медленно и снова быстро. Изучая Гласса, дети также могут узнать, что такое арпеджио, гамма, аккорд, минор, мажор, быстро, медленно и снова быстро. Такое школьное и ученическое пространство воспринимаются как бесконечное разыгрывание перед концертом. Не на сцене, а в неуютном классе с так себе инструментом. В этом и природа музыки Гласса. Изначально она звучала не в концертном контексте, а в социально-бытовом, на выставках. Глассовская короткая смена ритма и возвращение обратно слушается как оплошность ученика, который запнулся и начал играть трезвучие дальше. Что слушать? 2 книги этюдов и оперы. Сентиментальный минимализм Симеона Тенхольта. Постминимализм Симеона Тенхольта – рефлексия главного композиторского навыка – умение проращивать свой музыкальный материал из зерна. Свою главную бесконечную песню, буквально канта остината, Симеон Тенхольт выращивает из 2 разложенных аккордов. И далее час, 2, 3, по договоренности, конечно, между исполнителями, 2 часа томления, которое драматургически сходится в единой точке, в точке высвобождения песни. Почему мы добавляем приставку «пост»? Творчество Тенхольта работает с инерцией восприятия. Паттерны не следуют друг за другом так явно и зримо, как это происходит у Гласса или Райха. Мало того, паттерн может представлять уже не короткую ячейку, а развернутое построение, в которой, по словам автора, можно не играть то, что написано, и нельзя играть то, что не написано. К чему это приводит? А приводит это к тому, что даже один паттерн способен трактоваться по-разному, и его следующее повторение уже слышится как следующий паттерн. Работа происходит на уровне микроскопа, где одна интонация кочует в другую и наоборот. Почему мы добавляем приставку «пост»? Музыка Тенхольта мелодически представляет собой экстракт музыки и барочной, и романтической. Здесь Гендель здоровается с Шубертом, Шуберт с Рахманиновым. При этом нельзя дать четкое определение тому, что и откуда звучит. Это как джойсовский словесный гибрид, но на музыкальном уровне. Эпохи мерцают неотделимо друг от друга в кристалле, через который Тенхольт постоянно пропускает новый свет и через которым, по словам Настасьи Хрущевой, европейская музыка смотрит сама на себя со стороны. Что слушать? Канта остината, палимсест. Упоротый минимализм Настасьи Хрущевой. Композитор определяет свой стиль как упоротый минимализм, который неразрывен от таких вещей и явлений, как русская пустота, русская зима, русский классический романс, к солнцу задом, к луне передом, раз, два, три, четыре, пять, метель, Петр Ильич Чайковский, альтерированная субдоминанта, Дед Мороз разящий, карающий, русский кайрос, я вас любил, соль минор, русский Дед Мороз в гневе. Энергетическое начало музыка Настасьи Хрущевой берет в русской пустоте, явление не дзен-буддистского характера, не в нуле, а в активном ощущении или осцилляции между крайностями, условно, громко-тихо, быстро-медленно. В сочинении «Русские тупики» Хрущева рефлексирует русскую музыку XIX века и получает из нее жмых, зацикленные, затертые интонации и фрагменты, которые парадоксальным образом постоянно сталкиваются и образуют драматургическое единство. Музыковед Борис Асафьев еще в XX веке писал, что
музыкальная форма определяется организацией звукосочетаний на основе социально значимых принципов, на основе социально значимых принципов. И русские тупики прямо этому следуют. Формообразующее начало черпает себя в главных источниках информации эпохи 4-й промышленной революции. Это шортсы на Ютубе, рилсы в Инстаграме и другие. Тупики и рилсы объединяет лаконизм и исчерпываемость информации на единицу времени. 15 секунд средний по размеру тупик и рилс, и они закончились. Мы все поняли, но чтобы еще раз запомнить, Хрущева впаивает предыдущее и следующее, и так везде. Не только русские тупики, но и остальные сочинения Настасьи – это вспомненное и воспроизведенное вновь. Что слушать? Русские тупики, книгу «Печали и радости». Сейчас прозвучит фрагмент из произведения Симеона Тенхольта.